Зеленский зовет Путина на встречу, но сам же сделал ее невозможной. Европа открыла Украине дверь в Евросоюз и сразу выставила условия на миллиарды. Иранская сделка закрыта, Трамп доволен, Израиль в ярости. Ереван пустил НАТО на учения, а Польша отказала Украине в самолетах. Друзья, канал Медиашот в эфире. Кто еще не подписан на наш телеграм, ссылка в описании. Там все самое важное выходит первым. Погнали! Зеленский выступил из Кишинева. Остановка по пути на саммит G7 во Франции. Главная тема – переговоры и оружие. По словам украинского лидера, Киев предлагал Путину встречу на любой нейтральной площадке. Москва отказала. Мы в любом случае предлагали Путину встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальное решение о прекращении войны. Он не хочет этого. Но здесь есть важный контекст. Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, который законодательно запрещает переговоры с действующим президентом России. Указ не отменен. И вот вопрос. Как предлагать встречу, которую сам же сделал юридически невозможной? План такой – подключить Трампа. Встреча в Штатах, в формате, от которого Путину сложнее отказаться. Вчера мы обсуждали с президентом Трампом возможность проведения такой встречи в формате, в котором Путину будет гораздо сложнее отказать хотя бы президенту Трампу. Киев фактически передает дипломатическую инициативу Вашингтону и делает Трампа главным инструментом давления на Москву. Финал выступления – запрос на вооружение. Ракеты каждый день, антибаллистические системы, перехватчики. И, конечно, я благодарен за вашу готовность продолжать поддерживать нашу оборону как на двусторонней основе, так и в рамках программы «Перл», и особенно нашу противовоздушную оборону. Чтобы защитить наших людей, нам каждый день нужны ракеты и, прежде всего, противоракетные системы и перехватчики. Схема та же, и менять ее никто не собирается. Переговоры – это витрина, за ней конкретный запрос. Ракеты, перехватчики, системы противовоздушной обороны. И пока витрина работает, менять ее незачем. Перед саммитом в Эвиане Берлин и Брюссель скоординировали позиции. Мерц и фон дер Ляйен выступили единым фронтом, и оба говорили об одном – Украина больше не проигрывает. Мерц заявил прямо, европейская помощь изменила ситуацию на фронте. Россия, по его словам, военную победу упустила. И впервые за все время конфликта немецкий канцлер произнес слово, которого все ждали. Война в Украине также неизбежно будет в центре нашего внимания. Несмотря на атаки, которые мы наблюдали прошлой ночью, динамика событий в последние дни изменилась в пользу Украины. Этому в значительной степени способствовала наша немецкая и европейская помощь Киеву. Сегодня Украина находится в более сильной позиции. Россия не может одержать военную победу. Я говорю с большой осторожностью и сдержанностью. Впервые здесь может медленно открыться окно для дипломатии. Окно для дипломатии. Осторожно, с оговорками, но прозвучало. Берлин впервые публично допускает, что момент для переговоров может наступить. Вопрос, кто первым в это окно войдет и на каких условиях. Фон дер Ляйен добавила конкретики. Евросоюз выделяет Украине кредитный пакет на 90 миллиардов евро, плюс грант на безопасность объекта укрытия Чернобыльского саркофага. И главное, Брюссель официально открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Сегодня Украина находится в другом положении. Позвольте напомнить. Украина удерживает линию фронта и даже частично возвращает территории. Украина развила способность наносить удары по стратегическим целям глубоко внутри России. И Украина стала ведущим мировым производителем передового военного оборудования. С другой стороны, Россия чувствует напряжение и давление. И в то же время мы закрепляем Украину в Европе. Сегодня мы открываем первый кластер переговоров о вступлении в ЕС. Все это звучит как прорыв, но на самом деле Европа просто фиксирует то, что уже происходит, и аккуратно выстраивает позицию перед разговором с Соединенными Штатами. Саммит в Эвиане покажет, насколько эта позиция устойчива. Трамп прилетел на G7 с готовой победой, иранской сделкой в кармане. Накануне саммита Вашингтон и Тегеран подписали меморандум. Никакого ядерного оружия, жесткие инспекции, открытый Ормузский пролив. Макрон поддержал и добавил третий пункт. Соглашение должно обеспечить мир в Ливане. Но детали этой сделки куда интереснее заголовков. Я хотел сказать, что хочу поблагодарить президента Трампа за вчерашнее празднование и поприветствовать президента Трампа, его министров и его команду за то, что они здесь.
Я думаю, вчера было подписано очень важное соглашение, мирное соглашение с Ираном. И оно очень важное, потому что в первую очередь оно решит ядерную проблему. А это очень важный вопрос для мира. Он принесет мир в Ливан. Трамп подтвердил, пролив полностью открывается к пятнице. Иран принимает жесткий инспекционный контроль и отказывается от ядерного оружия. Санкции только после выполнения всех обязательств. Я очень рад сообщить, что сделка подписана. И напряженность уже частично снята. Главное, что у Ирана не будет ядерного оружия. Они полностью согласились с этим и с жесткими мерами контроля. Так что у них не будет ядерного оружия, ради чего все и затевалось. Думаю, довольно скоро. Я бы сказал, что хочу, чтобы его опубликовали. Потому что это очень важный документ. Не то, что документ Обамы, который был просто ужасным. Трамп не упустил момент. Сделку Обамы назвал ужасной, свою очень мощной. Только вот текст этого мощного документа публика до сих пор не видела. Израиль уже назвал соглашение предательством. Тель-Авив настаивает, договоренности с Тегераном напрямую затрагивают израильскую безопасность, и выводить войска из Ливана, Газы и Сирии Израиль не намерен. Это прямое противоречие иранским условиям. Сделка подписана, но ее судьба зависит от того, что происходит на земле, а там Израиль играет по своим правилам. С 17 по 25 июня в Армении пройдут учения Eagle Partner 2026. Участники – американцы, Франция, Греция и сама Армения. Официальная повестка – отработка миротворческих миссий. Ереван пустил НАТО на учения, Москва молчит, но молчание это говорит само за себя. Формально Армения не член НАТО и не претендует на членство. Но в геополитике важны не слова, важны действия. А действия Еревана последние 2 года говорят сами за себя. Контекст важен. С 2022 года Армения последовательно выходит из орбиты Москвы. Конкретные шаги. Заморозка участия в ОДКБ. Фактически Ереван перестал посещать заседания и финансировать организацию. В 2024 году Армения подписала соглашение о партнерстве с Евросоюзом. В начале 2025-го рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с американцами. Российские пограничники выведены с армяно-иранской границы. Российская военная база в Гюмри формально действует, но ее будущее все чаще обсуждается открыто. Eagle Partner – уже 3-е совместное учение Армении с силами НАТО за последние 2 года. Каждый раз масштаб растет. Москва официально не комментирует, но Южный Кавказ – это не просто география. Это коридор между Россией, Турцией и Ираном. И то, что происходит в Армении прямо сейчас, меняет расчеты сразу нескольких игроков. Варшава отказывается передавать Украине МиГ-29. Причина – самолеты с истекшим сроком эксплуатации. Но это только официальная версия. На самом деле Польша выдвинула встречные условия. Сначала Киев делится технологиями беспилотников, и только потом разговор об истребителях. Об этом прямо заявил замминистра обороны Польши Цезарь Томчик. И это не первый жесткий сигнал от Варшавы. Польша уже выступала против передачи Киеву средств из Европейского фонда мира и потребовала компенсировать около 450 миллионов евро, потраченных на оружие для Украины. Схема проста. Варшава была одним из главных союзников Киева с первых дней конфликта. Поставляла технику, боеприпасы, принимала беженцев. Но теперь тональность меняется. Польша все чаще говорит не о помощи, а об условиях. Украинские дроны – отдельная история. Киев за 3 года конфликта выстроил одну из самых передовых беспилотных программ в мире. Польша это видит и хочет получить доступ к этим технологиям. Фактически союзническая помощь превращается в торг. И вот в чем суть. Если даже ближайшие партнеры Украины начинают выставлять счета, это сигнал о том, что логика отношений внутри западного лагеря постепенно меняется. Итак, что мы имеем к этому часу? Иранская сделка без текста. Переговоры без правовой основы. Союзники с условиями. НАТО на Кавказе. Все это происходит одновременно, и все это связано между собой сильнее, чем кажется на первый взгляд. Следим дальше. Саммит НАТО в Анкаре – ближайшая точка, где многое прояснится. Или нет? Пишите в комментариях, за какой темой следите внимательнее всего. Лайк и подписка, если выпуск был полезен. До встречи!